Всем добрый день. Что я сегодня буду вязать? Сегодня у меня детские следочки. Вот такие вот на манекен. Большие немножко. Сейчас снимем с манекена, чтобы было более понятно. Вот такая вот модель у меня сегодня. Значит, на 5-7 лет они у меня будут. Связать можно на любой размер, увеличивая петли по ширине и по длине. Вязать я буду, вверх у меня тунисский крючок номер 2,5, остальное все я буду вязать спицами номер 3. Для вязания у меня 7 цветов, мысок и обвязка белым цветом. Любые цвета можно подбирать. Значит, сейчас я вам сразу его замеряю. Таблицу детских размеров сейчас выведу на экран. Вот смотрите, по длине до пятки они 18 сантиметров. Пускаю сантиметр 2 на растяжку. Ножки такие разные у детей. Одному мальчику вязала в 5 лет было 18 сантиметров, а вот другому сейчас сказали почти 20 у него. Поэтому думаю, чтобы не были сильно большие, еще не вот так вот растянутся. В процессе вязания все отвязанные детали буду измерять в сантиметрах. Схему выведу на экран. Также на экране, на канале в рубрике записи я располагаю фотографии и схемы. Вот эту вот схему я разрисовала. Значит, перехожу сразу к вязанию. Забыла еще, что у меня пряжа. Это турецкий акрил. В 100 граммах 240 метров. Перехожу к вязанию. Значит, что еще хотела добавить. Вот я для удобства вязания нарезала вот так вот ниток, потому что у нас через каждые 2 петли будет меняться цвет. Единственный минус в этой модели, что будет много хвостов. Но все попрячем. Я сейчас сразу вам покажу изнанку, как я ее зачистила всю. Поэтому вот так вот на изнанке еще красивее. Ну вот кое-где видны хвостики. Вот такая вот изнанка. Все чистенько, можно сказать. Так что хвостов, если будет много, не бойтесь. Все это спрячем, попрячем. Значит, сейчас я начну вязать вот с мыска. Наберем 10 петель, провяжу белым цветом мысок, потом перейду уже к схеме, к узору. Так, на мысок набираю 10 петель, воздушные 10 петелек, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далее ввожу крючок в каждое звено. Что надо закрыть? Захватываю нить и вытаскиваю петельку. Ввела крючок, захватила нить, вытащили. И так до конца ряда. И последняя петля. Ввела крючок, вытащила нить. Далее захватываю нить и по 2 петли возвращаюсь в начало ряда. Захватила и протягиваю через первую и через вторую. Со следующего ряда я начну делать прибавки, расширять мысок. В начале и в конце ряда буду делать по одному накиду. Так, петля на спице. Следующую петлю провязали. Далее делаю накид на себя. Далее подхватываем нить. Захватили, провязали. Подхватили нить, захватили, провязали. Ввели крючок под петлю. Захватили, провязали. Так, вяжу до конца ряда. Останется в конце ряда 2 петли. Опять сделаю накид. Так, вот она кромочная осталась. И рядом еще одна петелька. Делаю накид. Одну провязала. И последнюю кромочную я ввожу крючок под 2 крайние дужки. Вот эти вот. Захватила нить, вытащила. Опять захватываю нить. Вот 2 петли. Возвращаюсь в начало ряда. Накиды провязываем, не теряем их.
Так я расширю до 20 петель. Будет 20 петель на спице, на крючке. Потом уже начнем вводить контрастные цвета. Еще раз, первая на спице, вторую провязала, один накид на себя, далее вот он накид с предыдущего ряда, провязали по одной петле, провязываем. Опять накид, осталось 2 петли в конце, предпоследнюю провязали и последнюю под 2 дужки вела крючок, захватила нить, вытащила, захватываю нить и возвращаемся по 2 петли. Провяжу сейчас, у меня будет 20 петель, к вам вернусь. На спице, на крючке у меня сейчас 20 петель, высоту 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов я провязала. Далее переходим к схеме, начинаем вязать далее по схеме. Так, вот что я вам здесь нарисовала. Смотрите, все расписала, надеюсь, будет понятно. Это понятно цвета. Мы набрали 10 петель, прибавляли. Это у нас белый цвет. 6 рядов мы провязали. Далее, следующий ряд я провяжу синим цветом. В этом ряду у меня прибавки не будет, чтобы немножко закруглить мыс. И далее опять сделаю одну прибавку. Всего у меня будет 22 петли. И начинаю вязать разными цветами. Довяжу так до мыска. 21 ряд у меня до мыска. Сделаю разъем. И потом по отдельности буду вязать вот эти вот боковые части. Всего высоту у меня будет, сколько здесь после мыска, 18 рядов, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 2, 18. Но опять же, высоту кому-то от мыска, вот эта боковая часть, кому-то может быть меньше нужно будет, кому-то больше, в зависимости опять от размера. Как я сказала, у меня на 5-7 лет вот так вот варьируется. Значит, что сейчас делаем? Можно остановить видео, сделать скриншот схемы. Можно взять в записях на экране. Там тоже будет схема. Так, следующий ряд. Подвязали сразу синий цвет у меня. Как я уже говорила, вы можете вязать любыми цветами. Я буду называть свои цвета. Так, белый я отрезала, потому что он мне больше не нужен. Этот ряд у нас вяжется без накидов. Все петли провязываем. Так хочется сказать, лицевыми. Вот эту вот нить, сразу я ее заплету. Так вот придерживаем. Под низу провела. Под низу и сверху. Под низу провязала петлю и сверху. Заплести ее вязание нужно. Так, провязываем без изменений. Здесь все вяжем до конца ряда. Я провязываю синим цветом и вернусь обратно. В конце ряда опять ввела крючок под 2 дужки, захватила нить, вытащила, захватываем и по 2 петли возвращаюсь обратно. Так, идем в начало ряда. Пришли в начало ряда, значит, по схеме у нас идет последняя добавка. Первая петля на спице, вторую провязываю и одну добавила. Далее по схеме 2 петли зеленым цветом. Провязываю 2 петли зеленым. Вот здесь у нас начинаются хвосты. Далее 2 желтым. 2 оранжевым,
2 красным, 2 сиреневым. Опять же, у вас могут быть любые цвета. Опять контрастный цвет у меня будет 2 петли дальше голубым. 7 цветов я провязала, и далее я повторяю, повтор у меня идет сначала. Повторяю цвета, то есть вот темно-синий у меня был в начале. И повторяю цвета с самого начала теперь. Так, что у меня после темного шло, после темно-синего? 2 зеленых. Опять я подвязываю 2 зеленых. И 2 желтых. Здесь у нас должен быть накид, поэтому я подвязала желтый цвет, сразу сделала накид. Удобнее было бы делать из протяжки накид, но он многим непонятен, поэтому я в этот раз накиды делала обычным способом. Хотя вот из протяжки между петлями накид делать удобнее. Сделали один накид, вторая петля желтым тоже провязала. Ой. И последнюю кромочную я провязываю также желтым цветом, тем цветом, которым вязала последнюю петлю. Вот все, вот так вот провязали. Прибавки закончились. Далее вяжем по схеме. Смотрите, следующий ряд мы провязываем по узору. И через каждые 2 ряда у нас на 2 клеточки, получается, на 2 петли сдвигается узор. Все, лесенка вот такая вот идет. Узор очень простой, но смотрится для детей очень хорошо, весело. Я сама такие носила. Значит, теперь возвращаемся обратно. Каждый цвет над своим цветом провязываем. Захватили нить и точно так же по 2 петли возвращаемся. Здесь ниточки перебрасываю. Потом это все хвосты подтягиваем, попрячем. 2 зеленым провязали, нить перебросили. Далее подняли синий цвет. Провязали следующий цвет, опять нити перебросили, провязали. И так вяжем до конца ряда. То есть в начало идем. Пришли в начало ряда. Следующий ряд вяжем все по узору. Первое на спице. Что у нас далее идет? Темно-синий цвет у меня провязали. Он даже не темно-синий, он очень яркий. У меня все цвета яркие, просто камера не передает эту яркость. Далее, смотрите, подняли зеленый цвет. По узору 2 зеленых провязали. Далее следующие 2 желтых по узору провязали. Провяжем несколько рядов, потом можно вот эти хвосты попрятать, чтобы они не мешали. Провязали 2 желтых. Следующие 2 оранжевых. Провязала. Так вяжу до конца ряда. Каждый цвет над своим цветом провязываем. Подняла, провязала. Сиреневый цвет 2 петли провязали. Довязываем так ряд до конца. Провязали ряд до конца, опять захватываем нить и возвращаемся в начало ряда по 2 петли. Точно так же все провязываем каждый цвет над своим цветом. Здесь нить перебросила, подняла следующий цвет, 3 желтым провязала, 2 зеленым провязала, далее перебросила нить, опять что у нас там далее идет, синий цвет, провязали, следующие 2 петли у меня голубые, провязала. А в следующем ряду, сейчас мы провязали 2 ряда, в следующем ряду мы уже будем менять узор, сдвигать. Потом опять провяжем 2 ряда и так до конца. Сейчас довяжу до конца. Так,
Довязываем ряд до конца. Так, довязываю ряд до конца. Смотрите, сейчас сразу в следующем ряду, вот первые 2 петли, это у нас кромочная, у меня будут сдвигаться зеленым цветом, да? Значит, я сейчас что сделаю? Синий цвет у нас, мы вынуждены его должны будем обрезать. Значит, сейчас я довязываю ряд, что у меня последние остались 3 петли, 2 петли провязываю синим. И последнюю сразу провяжу зеленым. У нас кромочная петля все равно потом уйдет в обвязку, поэтому не столь важно, каким цветом вы провяжете последнюю петлю. Просто так удобно. Значит, теперь вот эта вот неприятная вещь приходится обрезать. Потом мы будем подвязывать, когда узор будет повторяться, будем подвязывать. Значит, вяжем следующий ряд. Теперь у нас первая на спице, следующие 2 петли провязываем зеленым цветом. Вот эту вот обрезанную синюю я сразу ее вот так вот поднимаю, и ее сразу запутать надо. Господи, что я тут сделала? Так, 2 зеленым провязали. Далее что у нас должно быть? Желтый цвет. Опять 2 желтым сдвигаем. Провязываем 2 желтым. Следующий оранжевый цвет, 2 оранжевым. На 2 петли вперед передвигаем. Следующий у нас идет после оранжевого красный, например, у меня. Провязываем 2 красным. После красного сиреневый провязываю. 2 сиреневым. После сиреневого голубой провязываю 2 голубых. И так до конца ряда. И в конце ряда будет новый цвет. 2 темно-синим провязала. Далее по узору идем. Следующий у нас должно быть 2 зеленых. Провязываем, сдвигаем на 2 клеточки, на 2 петельки. 2 зеленым, 2 желтым. После зеленого у нас идет желтый цвет. 2 желтым, и остались последние петли. Теперь смотрим в начало, что у нас шло после желтого. Оранжевый цвет. Так как мы повторяем цвета, оранжевый цвет. Сейчас подвязываю оранжевую нить. И провязываю 2 петли оранжевым цветом и кромочную, понятное дело, тоже оранжевым. Все. Сдвинули узор. Возвращаемся теперь. Захватили нить и каждый цвет над своим цветом провязываем. Идем в начало ряда. Подняли нить, провязали оранжевым, провязали. Далее у меня желтый желтым провязала. Далее 2 петли зеленым провязали. Далее синий у меня провязали. Так, вяжем до конца ряда. Нити перебросила. Подняла. 2 голубых провязали. Далее сиреневый. Опять нить перебросила. Провязала. Далее красным. Поэтому я нити обрезаю. И в конце вот провязанного ряда просто вот нить вытащила, чтобы оно ничего не запутывалось. Оно. Так, следующий ряд мы будем вязать по узору без изменений. Каждая вот эта вот клеточка у нас из 2 рядов состоит. Сейчас вот довязали до конца. Следующий ряд провяжем самостоятельно. Смотрите, все по узору. Каждый цвет над своим цветом. Зеленым провязала первые 3 петли, далее желтым провязала 2 петли, оранжевым провязала опять 2 петли, и так до конца ряда. И вернемся обратно также по узору.
на какой бы вы размер ни вязали, желательно, чтобы вот в начале оставалось 3 петли кромочная, следующих 2. У нас кромочная уйдет в обвязку, она скроется, и останется у нас 2 петли, и узор будет намного лучше выглядеть, нарушаться не будет, ну, по крайней мере, хотя бы на мыске. Так, значит, сейчас довязываем до конца каждый цвет над своим цветом и возвращаемся по узору обратно. Возвращаемся в начало ряда, значит, смотрите, нити перебрасываете в одном направлении все время. Если вы сверху набрасываете, то сверху. Если вы с-под низу проводите нить, то с-под низу. Тогда у вас изнанка будет выглядеть более-менее аккуратно. Так, теперь довязала до конца ряда. Следующий ряд у нас опять идет повтор. Мы сдвигаем клеточки. Отвязали 2 ряда, повтор. Вот на место оранжевого становится красный, на место желтого становится оранжевый. Так, сейчас у меня что будет? 2 петли желтым цветом. Кромочную сразу я провязываю желтым цветом. Следующие 2 петли. Еще раз вот этот вот ряд пройдусь. Хотя это уже идет повтор, а далее вот все вяжем, как первые 2 ряда. Вот мы провязали сейчас. Все точно так же повторяется. Только цвета меняем местами. Так, первая кромочная. Следующие 2 желтых сдвинули. 2 желтых цвета, 2 желтых клеточки петли провязали. Далее у нас оранжевый цвет. Следующие 2 петли провязываем оранжевым. Сдвинули на 2 клетки, на 2 петли. Почему это слово клетки прям уперлось в него? Ну? Так, далее что у нас по узору? Красный. Провязываем 2 красным. Ой-ой-ой. Далее какой там следующий контрастный цвет идет? У меня сиреневый. Провязала 2 сиреневым. За сиреневым у меня идет голубой. Провязала 2 петли, провязала голубым. Следующий темно-синий. Опять провязала 2 петли, сдвинули вправо. Так, далее продолжаем так вязать до конца ряда по узору. 2 зеленым провязала. После зеленого желтый провязала. После желтого оранжевый у нас сдвинулся. 2 петли оранжевым. И осталось последние 3 петли. Смотрим, что у нас здесь было в начале. У нас повтор цветов идет. После оранжевого красный цвет. Значит, подвязываю красный цвет. И провязываю последние петли красным цветом. Все, опять сейчас провяжем 2 ряда. И опять у нас будет сдвигаться. Потом у нас после красного, что здесь будет добавляться? Сиреневый, потом будет добавляться голубой. Вот. Тут далее схема не нужна. Просто вот что провязали, смотрим по провязанному. Сдвигаем цвета и все. Так, последнюю петлю провязала. Весело, красиво, увлекательно. Захватила ниточку, по 2 петли, возвращаюсь в начало ряда. Вяжем. Так, пришли в начало ряда. Следующий ряд, что мы делаем? Провязываем по узору второй ряд. Все, без изменений. Следующий ряд потом, сейчас провяжем до конца, вернемся обратно. И будем сдвигать опять цвета. Ну вот, вот так вот и вяжем до самого разъема. Дальше здесь объяснять больше нечего. Провязала с вами, надеюсь, что смогла объяснить. Так вот, провязываем, смотрите, где мы остановились. Значит, сейчас я провязала с вами вот второй ряд желтого цвета, да. Всего я сейчас провяжу от мыска до разъема 21 ряд у меня будет. К вам вернусь и вкратце покажу, как вязала вторые половинки. Значит, сейчас довязали этот ряд до конца, вернулись по узору. Следующий ряд опять у нас сдвигаются цвета. Все, провязываем высоту мыска сейчас. Закончила вязать мысок.
21 ряд провязала. Сейчас я посередине сделаю разъем 4 петли. Провяжу сначала правую боковую сторону, закрою петли, потом провяжу левую. Значит, замеряю в сантиметрах сразу. Мысок у меня сколько? 7,5 в ширину. И вот длина его 8. Так, по изнаночной стороне зачищаем хвостики все. С помощью крючка я узлы не завязываю. Протягиваю нить, хвостик этот под ниточками, под петельками. Подтягиваю хорошо вверх, вниз, вправо, влево. При желании можно вот этот хвостик разъединить и завязать узелок. Но я вот так вот делаю, иногда завязываю. Не выскакивает ничего. Вязание плотное. Подтянули. Еще раз. Все, попрятали. Так вот. Продолжаем вязать правую боковую сторону. Значит, каждая половинка у меня будет 9 петель. 9, 9 и посередине 14, да? 18, 20, 22 всего. Значит, сейчас провязываем по узору. Узор так и продолжается. Вот эта вот лесенка, так и буду продолжать вязать. Так, 6 и здесь 3. 9 петель провязали. Возвращаемся обратно. Все точно так же. Следующий ряд, что у нас идет, это второй ряд. Опять провязываем каждый цвет над своим цветом. Последнюю петлю точно так же я ввела крючок под две дужки, захватила ниточку, захватываю и опять возвращаюсь. Значит, здесь можно сейчас сразу красный цвет этот поднять, потому что следующий ряд у нас будет, сдвигаем цвета красным цветом. Последняя клетка, то есть я сосредотачиваюсь и на вязании, и разговариваю, поэтому могу оговориться. Вы уж на это сильно внимания не обращайте. Небольшие оговорки могут быть. Потом исправляюсь. Но еще учитывая, что я очень много лет живу в другой стране, разговариваю на другом языке совсем. Так, пришли в начало ряда. Теперь, что у нас в этом ряду далее? Продолжаем вязать узор. Следующие 2 петли в начале ряда, что у нас здесь зеленый цвет, на 2 клеточки, на 2 петли сдвигаем цвет, кромочная, следующие 2 провязала зеленым и поехали дальше. Что у нас дальше после зеленого? Желтый цвет провязываем 2 желтым, далее что у нас оранжевый, 2 оранжевым провязали. Осталось 2 петли. После оранжевого идет красный, провязываем красным. И кромочная петля, подхватили. Здесь получилось, что последние 2 вот красным цветом. Ну, возвращаемся обратно. Все, следующий ряд мы провязываем по узору. И в конце ряда у нас, получается, будет меняться цвет после красного, что у нас сиреневый, да? Так, зеленым довязали ряд до конца. Следующий ряд
опять провязываем по узору. Первые 3 петли провязала зеленым, следующие 2 желтым, оранжевым и красным. Довязали ряд до конца, вернулись по узору в начало ряда. Так, пришли в начало ряда, следующий ряд мы сдвигаем цвета, да, на 2 петли. Сразу желтый цвет кромочную провязала. Следующее, что у нас желтый цвет должен идти, провязали 2 петли желтым. Провязали. После желтого у меня оранжевый. Провязываю 2 петли оранжевым. Точно так же, как вязала мысок, продолжаю вязать боковую сторону. Так, после оранжевого 2 красным. Что у нас после красного цвета? Сиреневый, да? Теперь осталось 2 петли, подвязываю сиреневый цвет опять. И последние 2 сиреневым, фиолетовым, сиреневым. Все, возвращаюсь обратно. Значит, провязываем длину, боковую часть до пятки. Как я уже говорила, у меня будет 18 рядов. Довяжем до конца, закроем петли. Я к вам вернусь и будем вязать дальше. Так, пришли в начало ряда. Следующий ряд мы вяжем по узору. Закончила вязать боковую часть. Закрываем теперь петли. Я последние у меня были зеленым цветом, и зеленым цветом я закрою петли. Так, первая на спице, вторую провязала и протянула через первую. Подняла петлю, провязала и протянули через первую. Закроем все петли и перейдем на вторую сторону. Вторую сторону будем вязать аналогично первой вот этой провязанной. Также лесенкой, меняя цвета. Все точно так же. Так, последняя. По 2 дужки вела, крючок вытащила, протянула еще раз. Закончили. Теперь вторая половинка. 1, 2, 3, 4 петли отступили. Продолжаем вязать по узору. Здесь узор начинается сначала. Так, новая клеточка. Что у нас здесь должно идти? Голубой цвет. Так, 2 голубым провязали. Далее после голубого у нас синий, сдвигаются цвета. У нас новый ряд здесь узора. 2 темно-синим, синим провязали. Далее после синего был зеленый, провязали 2 зеленым. Что у нас после зеленого? Желтый. Подвязываю желтый цвет, провязываю желтым. Две петли и кромочную провязали. Все, продолжаю вязать узор. Возвращаемся в начало ряда. Ниточки перебрасываем. Так, зеленым провязали, желтым провязали, далее синий цвет провязываем. Голубой провязали. Прежде чем в начало ряда, первая на спице, следующую провязали, следующий ряд мы вяжем по узору, здесь без изменений. Вырубили свет в один момент, довязали ряд до конца, возвращаемся в начало ряда, опять по узору все цвета провязываем, и следующий ряд мы сдвигаем цвета. Так, довязали до конца, синий над синим, голубой над голубым. Так, теперь у меня первые 2 клетки должны быть темно-синим цветом. Последнюю кромочную сразу провязала темно-синим. Следующую опять синим провязала. Далее 2 петли зеленым. Передвинули на 2 петли зеленый цвет. 1, 2,
провязали. Далее 2 желтым, сдвинули желтый цвет, провязали. Так, после желтого что у нас здесь идет? Оранжевый. Подвязали оранжевый цвет, провязываем оранжевым цветом 2 петли и кромочную. Все. И так продолжаем, провязываем такое же количество рядов, как мы вязали вот в этой в правой половине. Так, подвязала. И по узору возвращаемся в начало ряда. Оранжевым провязала 3 петли, следующие желтым провязала 2 петли. Какой там у нас дальше идет? Зеленым провязали, синим. Довязываем вторую половину до конца, закрываем петли, я к вам вернусь. Закончили вязать вторую половину, закрыли петли. Вот такая вот деталь получилась. Теперь далее на спице номер 3 белый кремовый цвет у меня. Вот я мысок таким вязала. Наберу петли сейчас с одной стороны по мыску, по второй стороне наберу петли и сделаю вот такую вот обвязку. Получается, что она у меня чулочной вязкой, да? По изнаночной стороне я провяжу первый ряд лицевыми петлями, по лицевой стороне изнаночными, и третий ряд по изнанке я провяжу опять лицевыми петлями, а потом это все соединим. Значит, набираем петли, смотрите, боковая сторона. Вот если здесь вы по боковой стороне набирали, например, 18 рядов, у вас должно быть 18 петель, да? Ну и пусть вот последний ряд мы закрывали, еще одна петля добавилась. По мыску было 21 ряд, значит, до середины будет 21 петля. По середине 10 петель. Вот так вот. Ну и аналогично вторая сторона, соответственно. Так, первая на спице здесь подтянули. Крючок ввела под 2 дужки, захватила нить и набрала петлю. Опять ввели крючок, захватили, набрали. Так, набираем петли. Набрала петли по боковой стороне, перешла к середине, набираем по мыску. Решила здесь вот остановиться, показать. Вот в самый угол заводим крючок. Не в самый край, а вот так вот поднимаем петлю здесь. Набрали одну. Далее рядом ввела крючок. По 2 дужки завела. Еще одну. 2. Три. Так, по одной наберем 10 петель. 4. 5. 2, 4, 6, 8. Теперь 9. И 10. Все набрали.
Теперь переходим на вторую сторону и точно так же набираем на второй стороне. Опять по 2 дужки ввела крючок, набрала. Можно вот по дужкам просчитать сразу, чтобы не ошибиться, где сколько мы набирали. Опять по 2 дужки набрала, ввела крючок, вытащила нить, набрали петлю. Так, доберем до конца петли и по изнанке, как я уже говорила, вернемся, провяжем лицевыми петлями все, по лицевой стороне провяжем все изнаночными петлями и третий ряд по изнанке лицевыми петлями. Провяжем 3 ряда. Провязала 3 ряда по лицевой стороне все изнаночные петли, по изнаночной стороне у нас лицевые петли, обвязка. Так, далее синий цвет у меня. Теперь что я буду делать? Присоединю петли вот этого рулика обвязки к слитку. Здесь так, чтобы петля не слетела. Значит, снимаю одну петлю со спицы. Далее, вы смотрите, напротив этой петли как раз вот у нас идут поперечные изнаночные такие петельки. Это у нас самый первый наборный ряд. Вот каждая напротив лицевой изнаночная петелька. Я ее подхватываю и присоединяем. Раз протянула, еще раз протянула, и эту петлю на спицу перенесла. Так, далее сняла. Можно, конечно, поднимать вот эту вот поперечную петлю на спицу и провязать 2 вместе, но так как у меня очень плотное вязание, поэтому так будет проще. Раз, два. Так, петлю сняла еще раз. Напротив, вот она лицевая у нас петля, вот она проходит. Напротив поднимаем петлю изнаночную, протянули раз ниточку и второй раз ниточку протянули, петельку перенесли на спицу, подтянули. Так, по одной прикрепим вот эту вот всю обвязку к слитку. После того, как я присоединю все петли, то есть я провяжу 6 рядов лицевыми петлями. Вот 1, 2, 3. 3 изнаночных вот таких дорожки у меня получится. А потом перейду к подошве. Так, сняла. Подхватила петлю, протянула нить и петлю синего цвета надела на спицу. Можно это делать спицей, конечно, все, но мне удобнее крючком. Так, соединяем все петли со спицы с петлями первого наборного ряда. Так, подождите. Сняла. Я сразу подхватила. Далее подхватываю петлю и соединила. Опять одну сняла. Одну подхватила и провязали. Теперь можно сразу 2 петли перенести. Так, продолжаем соединять. Соединили все петли нашей обвязки. Далее провязала 6 рядов лицевыми петлями. 1, 2, 3 изнаночных дорожки у меня получилось. Это будет в сантиметрах
синим цветом. 1 сантиметр я провязала. Теперь перехожу к подошве. Подошву начну вязать на средних 10 петлях. Петли до подошвы я провязала. Теперь провязываю средних 10 петель. Начну на 10 петлях. Далее буду расширять подошву. После того, как расширю, буду вязать со снятыми петлями. Сейчас я провязываю все лицевыми петлями. Значит, провязываем 10 петель. Провязали по лицевой стороне и по изнаночной стороне также провяжем 10, а потом с лицевого ряда начну делать прибавки. Так, развернулись. Теперь опять провязываю все 10. Довязала до последней петли, перешла на лицевую сторону. Первую сняла, остальные провязываю все лицевыми. И в конце ряда довяжу до конца и наберу одну петельку с боковой спицы. Это будет первая прибавка у нас. Провязала петли. Одну петлю лицевой провязала с боковой спицы. Снимаем. Подтянули ее. Разворачиваемся на изнаночную сторону. Теперь у нас 11 петель. Провязываем 11 и 12 добавляю с боковой спицы. Так, провязала. Теперь здесь подтянула. Также лицевой одну. Добавила еще одну. Подтянула. Разворачиваюсь на лицевую сторону. Опять провязываю все петли. И так буду расширять, добавляя по одной петле. Значит, сколько у меня всего будет петель? Смотрите, у меня было четное количество петель. Но для узора со снятыми петлями, чтобы он начинался одинаково и заканчивался одинаково, значит, нужно нечетное количество петель. Я наберу 15. Сейчас одну петлю добавлю посередине. У меня четная 12, потом будет 14, одну добавлю и будет 15. И на 15 петлях я буду вязать подошву. Вы опять же ориентируйтесь по своей плотности вязания, по размеру, по ширине ноги. Так, одну снимаю. 1, 2. Теперь посередине добавлю одну петлю для симметрии узора. Да, вот из одной петли сразу вывяжу 2. Одну провязала и вторую провязала. Из одной 2 вывязала. Далее продолжаю все вязать лицевыми петлями. Расширю и перейду к узору со снятыми петлями. Последнюю провязала лицевой. Одну добавила с боковой спицы. И также по изнаночной стороне. После того, как расширила подошву, набрала петли, далее кромочную снимаю. Что я делаю? Первую петлю после кромочной провязываю лицевой, следующую петлю снимаю не провязывая. Одна лицевая, одну сняли, одна лицевая, одну сняли. Так вяжем до конца ряда. Одна лицевая, одну сняли. Одна лицевая, одну сняли, одна лицевая, одну сняли, одна лицевая и последняя кромочная. Провязываю, соединяю с петлей с боковой спицы, 2 вместе соединила, лицевой петлей провязала. Перешли на изнаночную сторону, по изнанке все петли вяжем изнаночными. Все, вот так вот будет повторяться эти 2 ряда по всей подошве. Провяжем, соединим все петли до конца. Довязываю до предпоследней петли, все изнаночными, и последнюю петлю соединяю
с петлей из боковой спицы 2 вместе провяжу изнаночной петлей по изнаночной стороне. Так, последняя. Следок маленький, прям вот приходится его скукоживать. Так, 2 вместе соединили, подтянули. Продолжаем вязать. Опять у нас лицевая сторона. Первую снимаем. Далее вяжем со снятыми петлями. Одна лицевая, одну сняли, не провязывая. Одна лицевая, одну снимаем. Нить за работой. Одна лицевая, одну сняли. Вяжем до конца ряда и кромочные петли мы соединяем. Закончим всю подошву, соединим петли, я к вам вернусь. Еще ничего не понятно, ну вот так вот вяжем. Закончили вязать подошву, соединили все петли. Теперь переходим к пятке. Сейчас я вам ее опять замеряю в сантиметрах. Вот до пятки 18 сантиметров. Пускаем на растяжку до 20. Далее пятка. Как мы вяжем пятку? Смотрите, здесь два способа. Можно сразу петли присоединять к боковым сторонам. Каким способом? Вытаскиваем петельку. Сейчас я вторую спицу возьму. Вытащили петельку и последнюю петлю просто набрасываем вот так вот, да? Можно сразу присоединять. Я провяжу сейчас, наберу петли с каждой с боковой стороны, провяжу один ряд и потом начну соединять петли пятки. Мне так больше нравится, так более чище получается работа. Значит, сейчас я с каждой стороны под двумя дужками ввожу крючок, набираю петельку. Что я вам еще хотела замерить? Вот ширину вот этого вот всего полотна. Давайте вот так вот еще замеряем. Так, вот ширина 15 в спокойном состоянии. По пятке 6,5. Ой, по пятке, по подошве. Так, теперь набираю петли и по изнаночной стороне провяжу все лицевыми. Потом провяжу петли подошвы и точно так же наберу на второй стороне петли, а потом уже вернусь и начну вязать пятку. Так, вытащили. Еще одну набрали. Так, набираем так петли до конца. Набранные петли на второй стороне мы провязали изнаночными по лицевой стороне. Далее перехожу к пятке. Также я перешла на спицы номер 2,5. Пятку буду вязать на спицах номер 2,5, чтобы плотнее было. Так, теперь и по пятке я сейчас убавлю по одной петле. У меня останется 13 петель. Значит, что я здесь сделаю? Петли переставлю местами. Так, первая у меня остается снятая. Следующие две я провязала вместе лицевой петлей. Далее продолжаю вязать по узору до конца. Так, одну сняли, одну провязала. Осталось у меня здесь 4 петли. Я вот здесь опять их переставляю местами сейчас. Значит, после кромочной у меня, получается, идет снятая петля. И, ой-ой, чтоб не убежала. Вот. Две вместе здесь лицевую и последнюю лицевую. Две вместе провязала. Лицевой. Что-то нитка снялась, ну. Две вместе провязала лицевой, следующая сняла не провязанная и осталась последняя. Я ее соединяю с петлей с боковой спицы. Две вместе провязываем лицевой. Все. Далее вяжу точно так же, как я вязала
подошву, соединяю боковые петли, перешла на изнаночную сторону, осталось у меня 13 петель теперь. Первую сняла, оставшиеся петли провязываю изнаночными. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 петля соединяю с петлей из боковой спицы, 2 вместе провязала, изнаночной подтянули, перешли на лицевую сторону. Так вот. Все, продолжаем вязать пятку, соединяем все петли до конца. Первую сняла, вторая у нас по узору снимается, следующая лицевая, одну сняли, одна лицевая, одну сняли, вяжем, заканчиваем, довязываем пятку. Сняла и последняя соединила лицевой петлей. Так, довяжу до конца, к вам вернусь. Закончила соединять петли пятки все. Вот такая пяточка получилась. Теперь последний ряд. Закрываем петли. По 2 петли вместе закрываю. И равномерно 2-3 раза я убавлю по 3 петли. 2 петли провязала вместе, закрыла. Опять 2 вместе закрыла. Далее не 2, а 3 теперь вместе закрыла. Далее 2 вместе, 2 вместе, опять 3 вместе. Для чего? Чтобы уменьшить количество петель по верху, чтобы не был сильно верх широким. Так, закрыли. Последние петли тоже 3 вместе провязала, закрыла. Все, далее на 4 спицы номер 2,5 по всему верху, по слитку я наберу петли и буду вязать своим обычным способом. В каждом видео это показываю, поэтому пройдусь сейчас быстренько. Смотрите, как я связала эту обвязку бейку. Значит, на 4 спицы, как я уже сказала, набрала петли. У меня получилось 54 петли. Потом я по боковым сторонам по одной убавила, оставила 52. Далее, первый ряд провязала все изнаночными. Следующие ряды синим цветом провязала 4 ряда лицевыми петлями. С 5 ряда я перешла на спицы номер 2, внутреннюю часть, и провязала белым. Всего у меня 11 рядов. 12 ряд я буду закрывать. Вот так вот. Значит, сейчас первая. Опять тот же способ у меня. Ввела крючок, вытащила петлю, набросили на спицу. Набираем дальше. Опять одну. Набрали. Набираем петли. Первый ряд провязываем изнаночным. Остальные ряды провязываем лицевыми петлями. Всего, как я сказала, у меня будет 11 рядов. Можно вязать все одним цветом, можно 2 цветами. Это уже по вашему желанию. Эта бейка, обвязка хорошо держит следок. Хорошо сидит на ноге. А главное, когда ремонтируем в самом конце последний ряд, не затягивать петли, чтобы не было сильно туго. Ну, там я к вам там еще вернусь. Значит, сейчас набираем петли и провязываем желаемую высоту. Провязала я 11 рядов. Последний ряд провязала темным цветом. Подвязывать буду также основным темным цветом. Высоту в сантиметрах у меня получилось 2,5 сантиметра. Теперь аккуратненько все эти вот спицы выворачиваю это все на изнаночную сторону. Разравниваем. Перегнули, разровняли, чтобы ничего нигде не перекосило, чтобы было все
ровно каждая петля над своей петлей. Теперь дальше что делаю? Петлю снимаю со спицы, подхватываю. Вот у нас проходит здесь первый самый ряд был у нас, когда мы петли набирали, изнаночные вот петельки проходят. Подхватываю одну петлю, подхватила. Теперь нить протянула, подвязала ее. Следующую сняла со спицы. Вторую. Подхватила. Опять раз ниточку протянула и второй раз протянула. И так по одной ремонтируем весь верх к слитку. Подхватили. Нить захватила. Один раз и еще раз. Я на этом буду заканчивать. Всем легких петелек вам. Будут вопросы, пишите в комментариях. По возможности отвечаю. Еще раз подхватили и соединили. Все. Я на этом прощаюсь. На сегодня все. Всем мира, добра, здоровья. До новых встреч. Пока-пока.